Всем привет! В этом видео хочу предложить вам идею изготовления органайзера для хранения специй. Нашла подходящую по размеру коробку, и ее нужно будет немного переделать, лишнее срезать, а нужные части подклеить. При помощи термоклея склеиваю части коробки, которые в этом нуждаются. Изнутри укрепляю стенки коробки при помощи подходящих по размеру кусков картона. Таким образом, стенки получаются не только укрепленными, но и выровненными. Далее возьму полоски картона и приклею их с внешней стороны. При этом между полосками оставляю небольшие промежутки, шириной равной толщине картона. Таким образом получается имитация дощечек из дерева. Размеры данных полосок рассчитывала, исходя из размеров моей коробки. Такими полосками обклеила все стороны коробки, кроме дна. Срезы коробки сверху закрываю тонкими полосками картона. Маленькие кусочки картона добавляю в промежутки между полосками по краям коробки. Так я поступила с каждым промежутком со всех сторон. Это типа имитация брусков, на которых держатся дощечки. При помощи кисти буду покрывать ящик снаружи шпатлевкой. Так как кисть оставляет борозды на шпатлевке, то получается имитация текстуры дерева. Где необходимо, торцы картона замазываю при помощи мастихина. Таким образом покрываю полностью ящик снаружи, в том числе и дно. После того, как шпатлевка высохла, беру черную акриловую краску и при помощи тонкой кисти прокрашиваю промежутки между полосками картона. Коричневой краской прокрашиваю промежутки по краям, там, где вставляла маленькие кусочки картона. Досочки буду окрашивать вот таким цветом, его я смешала сама. После высыхания краски беру коричневый цвет и при помощи сухой кисти выделяю имитацию текстуры дерева. Далее мне потребуется самозатвердевающая масса для лепки и вот такой трафарет из бумаги. Кусок глины раскатываю в пласт толщиной примерно 3-4 мм и после чего прикладываю на него трафарет. Для того, чтобы из глины по трафарету вырезать надпись, потребуется что-то узкое и острое. У меня вот такая штука, но лучше взять иглу, получится более аккуратно.
Поверхность выравниваю с помощью воды. Здесь я побрызгала на надпись, но лучше смочить палец и им уже выглаживать глину. После того, как надпись немного подсохла, при помощи линейки переношу ее на ящик. Приклеивать буквы буду на клей ПВА. Не дождалась полного высыхания надписи, так как данный материал деформируется при высыхании, а здесь клей не даст надписи деформироваться. Внутри ящик решила обклеивать скраб-бумагой. Приклеивать буду на клей-карандаш, так как для таких случаев он для меня удобнее. После полного высыхания надписи беру краску акриловую цвета металлик. Выбрала вот такой медный цвет. В конце покрываю весь органайзер снаружи матовым акриловым лаком. Вот такой органайзер для кухни у меня получился. Пишите в комментариях, что думаете, хорошая ли идея для хранения специй на кухне. С удовольствием почитаю ваши мысли. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока-пока.